Ребята, всем привет! А сегодня я покажу вам танки, созданные на Урале. Рассказ об уральском танкостроении стоит начать с легендарной Т-34. До конца войны Уралвагонзавод выпустил более 25 тысяч танков Т-34. Это больше, чем на всех заводах Германии вместе взятых. Каждый второй танк Т-34, принимавший участие в боевых действиях, сошел с конвейера этого завода. И кроме того, завод выпускал бронекорпуса для самолетов Ил-2 и авиабомбы. В течение военного периода Уральский танковый завод успешно исполнял роль главного предприятия по производству Т-34. Целый ряд узлов, деталей и даже механизмов конструкторскому бюро приходилось разрабатывать в нескольких вариантах с учетом технических возможностей того или иного завода. Например, к январю 1942 года были внесены изменения в чертежи 770 наименований деталей, а 1265 наименований деталей просто изъяли из конструкции. И при этом, несмотря на короткие сроки и отсутствие экспериментальной проверки измененных и новых конструкций, каких-либо ошибок в дальнейшем не выявлено. Одновременно упрощали и технологию производства. Су-100 – советская самоходная артиллерийская установка САУ периода Второй мировой войны, класс истребитель танков, и она создана на базе Т-34-85 КБ Уралмашзавода в начале 1944 года. Это дальнейшее развитие Су-85, которое уже не могло гарантированно поражать немецкие тяжелые танки. Массовое производство Су-100 было начато на Уралмашзаводе в августе 1944 года. Самоходка имела классическую компоновку. Впереди боевое отделение, совмещенное с отделением управления, далее моторное и трансмиссионное отделение. По периметру башенки было 5 смотровых щелей, обеспечивающих круговой обзор. Во вращающейся крыше башенки установлен перископический смотровой прибор. САУ Су-100 применялась в операциях заключительного этапа Великой Отечественной и Советско-японской войн. Боевое крещение состоялось в январе 1945 года в ходе Будапештской операции. Звездный час самоходки наступил во время Балатонской операции в марте 1945 года, где Су-100 применяли в массовых количествах при отражении последнего крупного немецкого контрнаступления на территории Венгрии, и они показали себя высокоэффективным средством борьбы с германской тяжелой бронетехникой. А важной особенностью знаменитого танка времен Второй мировой войны Т-34 был хороший задел для будущей модернизации. Однако уже в конце 1943 года с появлением модификации Т-34-85, отличающейся установкой нового орудия и полностью измененной башней, стало понятно, что дальнейшие работы по улучшению Т-34 вести бессмысленно. Поэтому уже в том же 1943 году была подготовлена достойная смена для Т-34, разработанная конструкторским бюро Уральского танкового завода, получившая рабочий индекс Т-44. И основная задача, решаемая конструкторами, была перекомпоновка моторно-трансмиссионного отделения танка. Двигатель Т-44 был установлен не вдоль, а поперек корпуса. И несмотря на успешное освоение в войсках новых танков, на фронт они не поступили и в боевых действиях Второй мировой войны не участвовали. И более того, почти сразу после запуска в производство в конце 1944 года стало ясно, что по вооружению, которое ничем не отличалось от прародителя Т-34, Т-44 не может рассматриваться как основная боевая машина танковых войск даже в ближайшие годы. Одним из итогов Великой Отечественной войны стало то, что ближе к ее концу у штурмовых САУ случился кризис развития. Танки догнали их по мощи вооружения, а особенность конструкции привела к тому, что случился перегруз носовой части корпуса. Одним из решений проблемы стала перекомпоновка с переносом боевого отделения. И в апреле 1945 года на испытание вышел первый образец Су-101, он же Уралмаш-1. Это САУ, ставшая самой защищенной в своем классе. Концепция Су-101 в полной мере отражала видение Красной армии штурмовой САУ. Как показали результаты изучения пораженных советских танков и САУ, в 1944 году наибольшую опасность несли орудия калибра 88 мм. Поэтому Су-101 создавалась с расчетом на защиту от 88 мм пушки ПАК-43. И следует отметить, что на испытаниях обстрелом корпуса Су-101 выдержала попадание немецкого орудия в лоб корпуса и также в рубку. И это при боевой массе в 34 тонны. И такая защита не обеспечивала ни одна другая САУ в средней весовой категории. История проекта Т-54 началась осенью 1944 года. Нижнетагильские конструкторы без отрыва от основной работы по производству и совершенствованию серийной техники создали проект глубокой модернизации танка Т-44. Конструкция бронированного корпуса опытного танка почти не отличалась от корпуса танка Т-44. Подвеска танка Т-54 образца 1945 года полностью была заимствована у предшественника Т-44. До начала ноября опытный танк прошел по полигону свыше 1500 километров.
По результатам испытаний была установлена высокая надежность планетарных механизмов поворота, и при этом в конструкцию танка и его агрегатов пришлось внести около сотни различных изменений. В 1950 году Уралвагонзавод наладил наконец-то серийное производство танков Т-54 образца 1949 года, построив 423 танка Т-54 вместо 400 запланированных. За счет вагонного производства в 1951 году были построены и переоснащены механосборочные и бронекорпусные цеха, и создано 49 поточных линий изготовления различных узлов и деталей танка. Т-54А – модификация среднего советского танка Т-54. Впервые на советском танке установлены стабилизатор пушки вертикальной плоскости и эжектор. Один из самых массовых вариантов Т-54. И производился он по лицензии в Польше, Китае и Чехословакии. Из других новинок Т-54А добавляют предохранитель затвора пушки от самопроизвольного спуска и усовершенствованный прицел с увеличением до 7 раз. А главное отличие Т-54А от более ранних версий – это стабилизатор пушки вертикальной плоскости. Впервые на советском танке стабилизатор горизонта имеет гидравлический привод с гироскопом. Он автоматически удерживает пушку, спаренный с ней пулемет и прицел в одном положении. Как бы не качало танк вверх-вниз при движении, среднее отклонение от заданного положения не превышает 1/1000 дальности. Во время Второй мировой войны единственным способом поместить мощное противотанковое орудие на самоходное шасси были компромиссы, вроде снижения защищенности или отказа от вращающейся башни. Но во второй половине 50-х годов прогресс танковых двигателей и пушек позволил наделить тяжелые танки одинаковой высокой защищенностью и огневой мощью, но в ущерб подвижности. Так конструкторы снова пришли к концепции классической САУ с мощным орудием, высокой защищенностью, но без вращающейся башни. И последним образцом подобных машин стал Объект-600, он же Су-122-54. В 1955 году было развернуто серийное производство новой самоходки. Малыми партиями Су-122-54 поступали в войска, пока в 1956 году их выпуск не прекратили. И причиной для остановки производства стало повальное увлечение противотанковыми ракетами, которыми планировалось заменить классическую артиллерию. Более того, позже выяснилось, что 122-мм пушка не способна бороться с новыми танками противника. Осмысление опыта, полученного в ходе войны, показало полнейшую несостоятельность имевшейся в РККА войсковой ПВО. У нас вообще с ПВО все было очень плохо. И люди не глупые, повоевавшие, пришли к выводу, что надо с этим что-то делать. Особенно просили защиту от авиации танкисты. Танк весьма лакомая цель в те годы, что и сегодня, кстати. И на танковую бригаду второй половины 40-х годов полагалась всего лишь одна зенитно-пулеметная рота. И сложившуюся ситуацию нужно было срочно выправлять путем принятия на вооружение зенитных самоходных установок, способных вести огонь схода, не отставая от танков на марше. И установка должна была иметь достаточный калибр для эффективного поражения бомбардировщиков противника и бронированных штурмовиков. Т-55 – один из самых массовых и распространенных танков мира, создан на основе танка Т-54. Первым в мире получил противоатомную защиту и состоял на вооружении десятков стран мира. Воевал в большинстве конфликтов Холодной войны, в пустынях Африки и Ближнего Востока, в горах Афганистана и в джунглях Вьетнама. И при внешней похожести нового танка на Т-54 его корпус и башня стали более герметичными. На короткое время внутри танка можно было создать избыточное давление, чтобы не попадала радиоактивная пыль. И для этих же целей воздух, вентилирующий машину, тщательно фильтровали. А для башни Т-55 разработали стопор, чтобы ее не сорвало ударной волной. А компоновка Т-55 классическая для советских танков. Впереди в отделении управления у левого борта место механика-водителя. Остальной экипаж размещен в боевом отделении в центре танка. Проект Т-55АМ подразумевает проведение капитального ремонта серийных танков и установку большого количества нового оборудования.
Благодаря этому, как утверждается, у модернизированного танка улучшаются все основные параметры – огневая мощь, уровень защиты, подвижность и командная управляемость. Для упрощения переоборудования серийной техники проект Т-55АМ подразумевает использование различного дополнительного оборудования и систем, для установки которых не требуется вносить в конструкцию машины серьезные коррективы. К примеру, для значительного повышения уровня защиты предполагается использовать дополнительные модули бронирования, устанавливаемые на родную броню танка. Лоб корпуса предполагается дополнительно защищать несколькими съемными блоками динамической защиты, а из подобных блоков должна собираться клиновидная защита лба и скул башни. Объект 483 был опытным огнеметным танком, созданным в СССР, и вместо пушки в башне объекта 483 был установлен огнемет АТО-250, что позволило избежать необходимость наличия заряжающего. И благодаря этому изменению экипаж танка был сокращен до 3 человек. Основным недостатком объекта 483 было отсутствие пушки, что существенно ограничивало его возможности и применения. А учитывая наличие у потенциального противника пехотных противотанковых средств, использование огнемета с ограниченной дальностью в 200-250 метров оказалось малоэффективным. В результате вышеупомянутых и других недостатков объект 483 не был принят на вооружение, а в 1962 году все работы по этому проекту были прекращены. Опытный образец огнеметный танк ТО-55 был создан на базе среднего и основного танка Т-54Б, отличался от базовой машины установкой огнемета АТО вместо спаренного пулемета СГМТ и отсутствием зенитного пулемета ДШК. Компоновка устройства опытного образца по сравнению с серийным огнеметным танком ОТ-54 практически не отличалась. Изменения коснулись установки нового огнемета АТО-200, а также оборудования стабилизатора вооружения «Циклон», а возимый боезапас составлял 20 выстрелов из пушек. Командирский танк Т-62К был создан на базе танка Т-62 и предназначался для обеспечения управления взведения батальон полк дивизия с помощью надежной и оперативной радиосвязи. От линейного танка Т-62 отличался установкой дополнительных средств радиосвязи, наличием танковой навигационной аппаратуры и установкой энергоагрегата. Подготовка исходных данных, первоначальное ориентирование танка, подготовка навигационной аппаратуры к работе и работа с ней в движении осуществлялась оператором, который же одновременно являлся и заряжающим. Средний танк Т-62МВ – наиболее удачная и оптимальная модификация танка Т-62 и разработан в Нижнем Тагиле. Модернизация, проведенная на танкоремонтных заводах в 1985 году во время капитального ремонта, повысила его защищенность и боевую эффективность. И снят он с вооружения российской армии в 2011 году. В танке установлена навесная динамическая защита от кумулятивных зарядов, теплозащитный кожух на пушке для равномерного распределения тепла после выстрела, что влияет на точность и дальность стрельбы, а для борьбы с фугасными зарядами дополнительно бронировано днище и установлены бортовые противокумулятивные экраны толщиной в 10 мм. Танк оснащен системой управления огнем волна, включающей лазерный дальномер, прицел и баллистический вычислитель, а для борьбы с противотанковыми средствами установлен комплекс управляемого ракетного вооружения «Шексна» с дальностью стрельбы до 4000 метров. Имеется противоатомная защита, противопожарное оборудование, система пуска дымовых гранат «Туча» и защита от напалма «Сода».
Как только началось серийное производство танков Т-62, сразу начались работы по улучшению базовых характеристик этого танка. В результате этих работ появился танк, который носил индекс Объект-167. Работы по данному танку начались в 1961 году. Разработали его в Нижнем Тагиле под руководством Леонида Карцева. Он предназначался для экспериментальной проверки мероприятий по повышению огневой мощи, подвижности и усилению противорадийной защиты. Новыми техническими решениями по сравнению с танком Т-62 были установка более мощного вооружения, полуавтоматическое заряжение пушки, применение противорадийных материалов и использование дизеля В-26, бескассетного воздухоочистителя, системы гидросервоуправления агрегатами трансмиссии, а также использование в ходовой части поддерживающих опорных катков меньшего диаметра. И первым, что бросается в глаза при взгляде на танк, это отсутствие пушки. Это является его главной особенностью и то, из-за чего он так сильно отличается от других привычных нам танков. И Т-1 является первым и единственным в мире принятым на вооружение полностью ракетным танком, то есть управляемые ракеты являются его основным вооружением. И построен этот танк на основе танка Т-62. И Т-1 «Дракон» представлял собой боевую гусеничную машину, обладающую ракетным вооружением, высокой маневренностью и надежной бронезащитой. Компоновка боевой машины классическая. Экипаж состоял из 3 человек – механика-водителя, наводчика-оператора и командира. Комплекс управляемого вооружения «Дракон» в составе Т-1 делал его единственным в мире ракетным истребителем танков, который был доведен до серийного производства. И первой во всем мире боевой машиной, которая вооружалась ПТРК с полуавтоматической системой наведения в ТУР на цель, и была она в состоянии вести огонь сходу. Опытный средний танк Объект-172 создавался как мобилизационный вариант танка Т-64А или же Объект-434 для производства на ОВЗ в особый период. В ходе работы сходная конструкция Т-64А была кардинально переделана. Особенностью машины была установка 4-тактного дизельного двигателя В-45К производства ЧТЗ, вентиляционная система охлаждения и автомат заряжания так называемого бескабинного типа. Первые машины создавались путем переделки серийных танков Т-64А. Первые 2 опытных образца были изготовлены в 1968 году, а в июле-декабре 1968 года они прошли цикл испытаний на танкодроме завода в Туркменистанском военном округе. Эти и последующие испытания выявили ряд конструктивных и технологических недостатков, причем самым критичным были дефекты ходовой части. Работа по устранению дефектов в последующем переросла в создание новой машины Объект-172М. Объект-172М является развитием опытного танка Объект-172, и в отличие от Объекта-172 на новом образце установлена ходовая часть опытного танка Объект-167. Электромеханический автомат заряжания, размещенный под поликом боевого отделения, и новый челябинский дизель. Конструкция электромеханического автомата заряжания обеспечивала переход членов экипажа из отделения управления в боевое без подготовительных работ, заряжение пушки вручную из всех укладок на месте и в движении танка, пополнение конвейера автомата заряжания выстрелами без разворота башни на корму и без помощи механика-водителя. Опытная боевая машина поддержки танков Объект-781 вариант П разработана в КБ Челябинского тракторного завода. В броневой башне было установлено 100-мм орудие пусковая установка. С орудием была спарена 30-мм мелкокалиберная автоматическая пушка. Кроме того, в башне был установлен 40-мм автоматический гранатомет «Балкан». И в дополнение к башенному комплексу вооружения устанавливался автоматический пулемет ПТК. Машина была способна нести огонь одновременно по 6 целям, а экипаж машины составлял 7 человек. Опытная боевая машина поддержки танков Объект-781 вариант А.
И толчком к началу новых работ по перспективной тематике стал первый опыт боев в Афганистане. Войскам потребовалась новая бронемашина с высоким уровнем защиты, способная поражать живую силу и технику в различных условиях. Конструкторы учли требования военных и создали сразу два варианта горного танка, отличающихся разным набором вооружения. Обе машины использовали шасси танка Т-72Б, в конструкцию которого внесли изменения довольно значительные. В первом варианте на крыше башни предполагалась установку сразу двух боевых модулей с вооружением. Каждый из этих агрегатов оснащался 30-мм автоматической пушкой со спаренным пулеметом. На внешних бортах модулей можно было бы монтировать пусковые установки для противотанковых ракет. Российская опытная боевая машина поддержки танков «Объект-787 «Гадюка» разработана в конструкторском бюро Челябинского тракторного завода на базе основного танка Т-72АБ. Серийно не производилась. И после развала Советского Союза все работы над боевой машиной поддержки танков «Объект-781» были прекращены. Опыт антитеррористических операций показал необходимость подобных машин в войсках. Кроме того, базы хранения Министерства обороны были завалены поступавшими танками Т-72 из ранее союзных государств, бывших членов Варшавского договора. А в 1996 году был создан опытный образец. Испытания стрельбой показали высокую эффективность данной машины, и положительную реакцию машина вызвала и среди руководящих лиц в Министерстве обороны. Конец 1980-х годов стал пиком развития инженерно-конструкторской мысли в военно-промышленном комплексе СССР, и поэтому проекты новых танков были по-настоящему революционными. Кировский завод в это время занимался работой по дальнейшему развитию танков Т-80 с газотурбинным двигателем и разработал «Объект-292». Это новое боевое отделение со 152 мм пушкой на шасси серийной 80-ки. Машину довели до испытаний, в том числе со стрельбами на полигоне, которые прошли успешно, и как раз к 1991 году, когда страна погрузилась в многолетний беспросветный хаос, и военным стало как-то не до инноваций. Любопытный опытный объект 292 сохранился в музее в Кубинке, куда он уже попал в 2007 году. Основной боевой танк, появившийся в 1985 году и являющийся модернизацией танка Т-72А с усиленной динамической защитой «Контакт-1». В настоящее время Т-72АВ сильно устарел, хоть и не исчерпал возможности по модернизации. По боевой защите ощутимо уступает танку Т-72Б и не обладает достаточной огневой мощью, но тем не менее все еще представляет внушительную, хоть и не непреодолимую силу. В основном Т-72АВ находится на консервации, однако незначительное количество танков продолжают нести службу в армии России. Первый серийный российский танк и самый популярный танк по продажам в 21 веке. Его закупают даже Египет и Ирак, имевшие на вооружении танки «Абрамс». Т-90 отличается от Т-72 более мощным и надежным мотором, усиленной броней и улучшенной системой управления огня. Т-90 успешно воевал в Сирии и Ираке и в других странах. В чем же дело? Абрамс завоевал свою грозную репутацию еще во время бури в пустыне, но последующие войны показали, что Абрамсы можно уничтожать. Закупленные Ираком и Египтом версии Абрамсов уже довольно старые по возрасту, и кроме того ослабленные по сравнению с танками для армии США. И к тому же эти танки для полной эффективности в бою требуют сложного и дорогостоящего обслуживания. Т-90 можно купить много разных и сравнительно дешево, и в России их сделают быстро, а по желанию клиента Т-90 можно частично сделать и прямо в его стране. Это выгодно как и России, так и покупателям ее танков. Официальное боевое крещение Т-90 прошел в Сирии в осени 2015 года, а в 2019 году сирийский Т-90 поразил автомобиль боевиков с расстояния в 5 километров, а также Т-90 успешно воюет в Ираке и также в других странах. А этот танк воплощал в себе все самые передовые достижения советской школы танкостроения, ну и как многие другие образцы военной техники, созданные в самом конце существования Советского Союза, имел незавидную судьбу, низкие объемы производства и быстрое списание.
История танка Т-80 началась в конце 60-х годов 20 века. Тогда было принято решение разработать танк с газотурбинным силовым агрегатом. Разработка велась на Кировском заводе в Ленинграде, и за основу был взят танк Т-64, но изменения оказались столь существенными, что фактически получился совершенно новый танк. Производство танка началось в Ленинграде, но затем было развернуто в Омске, где и произвели большую часть танков Т-80. Особенность газотурбинного двигателя проявлялась в высоком расходе топлива и серьезными проблемами с засасываниями в двигатель большого количества песка и пыли, что отрицательно сказывалось на живучести двигателя. А преимущества тоже были существенные. Танк Т-80 легко заводился на любом морозе, обладал высокой удельной мощностью, а следовательно и скоростью и подвижностью в целом. Шум двигателя был очень низким, что положительно влияло на скрытность передвижения. Постепенно шло совершенствование танка, и венцом эволюции стал танк Т-80У. Этот танк считался самым совершенным танком СССР, и по сравнению с предыдущими модификациями мощность двигателя увеличили с 1000 лошадиных сил до 1250, что увеличило и без того выдающие маневренные качества танка.